Самолет президента совершил экстренную посадку. Открытая агрессия против лидера страны НАТО. Что случилось? Трамп намекает на сговор, ему отвечают в Кремле. В то же время США атакуют диктатора. Совсем другая столица становится центром принятия решений, где сейчас вершат судьбы мира. Путин указал на следующую жертву, кого коснется российская агрессия сейчас. Все детали расскажем. Эти и другие самые важные новости вечеру среды 3 сентября. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Заговор против США. Президент страны раскрыл настоящие цели визита Путина и Кима в Китай и увидел в этом угрозу для Америки. Прошу передать мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы вместе строите заговор против Соединенных Штатов Америки. Дональду Трампу уже ответили представители Кремля, они назвали эту фразу шуткой Трампа и, естественно, что никакого заговора они не плетут. Но мы же, естественно, им верим. Я хочу сказать, что никакие заговоры никто не устраивал, никто ничего не плел, никаких заговоров. Более того, в мысли даже этого ни у кого не было, ни у кого из этих троих лидеров не было. Кроме того, могу сказать, что все понимают, какую роль играют Соединенные Штаты, нынешняя администрация президента Трампа и лично президент Трамп в нынешних международных раскладах. Спросили об этом также политолога, который изучает азиатскую политику, о том, есть ли доля правды хоть в чьих-то словах. Мне кажется, что у Трампа была, возможно, даже до сих пор отчасти сохраняется эта идея, что вдруг как-то удастся оторвать Россию от Китая. Но по факту, из того, что мы увидели на саммите ШОС и впоследствии в Пекине на параде, похоже, что Путин, скажем так, или он уже настолько находится в объятиях, давайте так назовем, Си Цзиньпиня, что Россия особо уже нету варианта, да, чтобы сделать какой-то маневр, или же по факту он выбирает в данном случае Пекин. И мне кажется, что вот эта реакция Трампа, она была как раз вот этим обусловлена, потому что все-таки, еще раз подчеркну, что мне кажется, что у республиканцев и у Трампа есть до сих пор стратегия, что если удастся оторвать Россию от Китая, то у Китая, во-первых, уже не будет тех ресурсов, которые он, по сути, эксплуатирует, да, выкачивает из России, потому что Китаю, по сути, невыгодно, чтобы Россия и не проиграла, и не выиграла, да, то есть ему выгодно, чтобы она находилась, как и находилась, под санкциями. И получается, что на данный момент эта стратегия отрыва пока не работает. Человечеству снова приходится выбирать между войной и миром, диалогом и конфронтацией, сотрудничеством и игрой с нулевой суммой, говорит китайский лидер. В Пекине прошел парад и прием по случаю 80-летия поражения Японии во Второй мировой войне. Главным героем дня стал председатель КНР Си Цзиньпинь. На фоне демонстрации китайской военной мощи он заявил, что мир никогда не должен возвращаться к закону джунглей, и подчеркнул, Китай будет силой, способствующей миру, стабильности и прогрессу. Только когда все страны и народы будут относиться друг к другу как к равным, мы сможем искоренить первопричину войн и предотвратить повторение исторических трагедий. Товарищи и друзья, китайская нация – великая нация, которую никогда не запугают никакие хулиганы. Она всегда ценит независимость и стремится вперед. В прошлом, сталкиваясь с критической борьбой между добром и злом, светом и тьмой, прогрессом и реакцией, китайский народ объединялся, чтобы победить врага. Военный парад в Пекине стал витриной китайской силы. На площади продемонстрировали современные истребители, ракеты и новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы и стратегическое вооружение. Тут стоит подчеркнуть, что российские и северокорейские диктаторы тоже были на параде, а их страны имеют ядерное оружие, я напомню. Так что эта демонстрация была очень похожа на напоминание о Китае как о центре и большей силе.
Когда США отказались от своей руководящей роли, Китай пытается заполнить образовавшийся вакуум, а его соседи могут только пытаться защитить самих себя. Поэтому есть опасения, что такие страны, как Южная Корея и Япония, например, хотели бы иметь какое-то собственное ядерное оборудование. Так что вопрос о нераспространении ядерного оружия утратил актуальность. Конфликт намечен рукопожатием. Встреча короткая, но показательная. Ильхам Алиев и Путин встретились на полях ШОС в Китае. Как и все в дипломатии, тут важны детали, и эти детали оказались довольно заметными. Ну а мы буквально в прошлом выпуске говорили с вами о том, что, скорее всего, в Кремле решат защищать русский язык именно в Азербайджане. Следим внимательно. Два диктатора, два изгоя, которые представляют два самых санкционных режима, ушли на переговоры. В соответствии с этим соглашением и нашими обязательствами по нему мы вели совместную борьбу бок о бок с нашим братским российским народом и армией. И тот факт, что вы, товарищ Путин, неоднократно восхваляли героизм наших солдат, в том числе здесь, на этом самом мероприятии, это то, за что я вам выражаю особую благодарность. То есть все это сотрудничество заключается в обмене оружием и пушечным мясом, которое, конечно, никто никогда не забудет, но и не вспомнит. Хочу отметить, что ваши воины сражались мужественно и героически. Мы никогда не забудем и тех жертв, которые понесли ваши вооруженные силы и семьи ваших военнослужащих. Хочу вас от имени российского народа поблагодарить за это участие в совместной борьбе с современным неонацизмом. Ким пригласил в КНДР еще и Лукашенко. В любое удобное время, говорит, приезжайте. А после парада Лукашенко уже беседовал с премьером Словакии Робертом Фицо, который попросил определить дату визита в Минск для обсуждения сотрудничества. Вот это в ЕС удивятся. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. США делают первый шаг к участию в войне с диктаторским режимом. Америка перешла от слов к делу. По приказу президента США вооруженные силы нанесли кинетический удар, как говорит Дональд Трамп, по целям группировки Трен де Аракуа, одной из самых опасных наркомафий Латинской Америки. Удар пришелся в зоне ответственности Южного командования, где действуют американские военные, по официальной формулировке, по подтвержденным наркотеррористам. TDA признана иностранной террористической организацией, действующей под контролем Николаса Мадуро. Она несет ответственность за массовые убийства, наркоторговлю, торговлю людьми и акты насилия и террора по всей территории США и в западном полушарии. Удар был нанесен, когда террористы находились в международных водах в момент транспортировки наркотиков в направлении Соединенных Штатов. Трен де Аракуа – венесуэльский картель, за которым тянется кровавый след по всему континенту: убийства, похищения, наркотрафик, проституция и торговля людьми. До тех пор, пока эти суда находятся в регионе и пока президент находится в Белом доме, он очень ясно дал понять, что не собирается позволять, чтобы Соединенные Штаты и дальше были наводнены кокаином, фентанилом и другими наркотиками, поступающими из разных мест. Этот из Венесуэлы, где это распространенный маршрут, и, кстати, часть из них попадает в Европу, большая часть в Пуэрто-Рико, а затем на материковую часть Соединенных Штатов. Вашингтон давно считал эту сеть угрозой национальной безопасности, но до прямых военных действий дело еще не доходило. Теперь это сигнал, борьба с картелями выходит на новый уровень. Вопрос только в том, станет ли удар единичной акцией устрашения или началом полномасштабной охоты на Трен де Аракуа. Самолет президента совершил аварийную посадку. Инцидент произошел вечером, когда президент Литвы Гитанас Науседа возвращался из Хельсинки на военном самолете Си-27J Spartan. По данным воздушной навигации, в районе Лепкальниса заметили дрон, и взлеты и посадки временно остановили. В то же время на посадку не смог зайти и самолет Finnair, который также был вынужден кружить в небе.
Служба безопасности аэропортов информировала нас, что в районе Лепкальнис был замечен дрон. Сразу же сработали соответствующие процедуры, ненадолго остановили полеты. После получения дополнительной информации о том, что опасности нет, движение было возобновлено. Выясняем с другими службами, какой дрон нарушил движение. Советник президента Литвы, находившийся на борту, подтвердил, пилоты действовали по всем протоколам безопасности, а посадку разрешили только после того, как ситуация была признана безопасной. Давайте вспомним еще недавний инцидент с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ее самолет сел в Болгарии по бумажным картам. GPS лег, и в Брюсселе прямо подозревают в этом Россию. Случаи глушения GPS в регионе фиксируются все чаще с начала широкомасштабного вторжения, особенно в странах Балтии и на Балканах. Мы поговорили об этом с экспертом и политологом Алексеем Якубиным. Москва продолжает заявлять о том, что они не воюют с НАТО, хотя на уровне пропаганды не воюют. Да, но не исключено, что, возможно, они таким образом тестируют возможности НАТО, возможности их систем и вот используют такие вещи, в том числе, на самом деле, для запугивания западных лидеров. Помните, когда Ангела Меркель встречалась с Путиным, и он привел собаку, да, большую собаку, зная, что Ангела Меркель боится собак, привел на встречу с Ангелой Меркель. Ну, то есть расчет был на то, чтобы выбить ее из психологического равновесия и повлиять на нее, да, то есть чтобы она не чувствовала себя комфортно. Не исключено, что здесь какая-то такая же логика Россия преследует, чтобы западные страны, в том числе над своими территориями, да, натовские страны, они и лидеры западные ощущали где-то вот такой вот дискомфорт, что Россия может как-то где-то там влиять, присутствовать. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.